чтобы не забрызгать майку. Чувствую себя птичкой. Ну еще раз объясните, получается, мы сначала промыли пазухи, да, и вакуумом выкачали все. Я смог добиться успеха в лечении, в консервативном лечении аденоидов, только проводя эту процедуру. Друзья, всем привет! Я снова оказался в Москве. Приехал сюда, чтобы заняться некими своими делами, а также подлечить здоровье. Как вы помните из моего прошлого видео, о котором я рассказывал про болезни на сыроедении, я понял, что у меня есть некое подозрение на гайморит. Поэтому вчера, проходя мимо по улице на метро Бауманская, я увидел вот это здание. Оно называется «Семейный доктор». Это большая поликлиника. И вот я вчера туда пришел, попробовал проконсультироваться у лор-врача, спросить, что у меня находится здесь, страшно ли у меня гайморит. Вот, он прописал несколько процедур, которые называются кукушка. Ну и также, конечно, нужно было сдать несколько анализов. Вот, сейчас я подошел к этому зданию, вот он вход, и пойдем сейчас на повторную процедуру. Вчера мне так понравилось, что я решил записать об этом отдельное видео. А также мне понравилась сама поликлиника, тут очень интересная атмосфера, интересно все устроено, вход везде по специальным карточкам, и здесь никогда не бывает очередей, поэтому отдельный сюжет хочу посвятить на эту тему. Здесь очень интересно все сделано, чтобы проходить через каждые двери, нужно прикладывать специальный пропуск, который мне дали сейчас на регистрации. Очень жалко, что когда подошел к регистрации, не получилось мне ничего снять. Хотел показать, вот что, смотрите, у меня пришло вчера смс-ка о том, что вы записаны на прием в клинику 25 июня к лору на 16:00. То есть вчера меня спокойно записали, я сегодня пришел в назначенное время и сейчас пойду уже сразу на свой прием. Вот, когда мы подходим к кабинету врача, мы просто прикладываем наш бейджик, и все, врач уже знает, что мы пришли. Так, все у нас написано «Проходите», и мы спокойно заходим. Доктор, здрасте. Я сегодня, можно, поснимаю договоримся с администрацией. Вот, в общем, кабинет, все, сейчас пришли на, как у нас называется, кукушка, да? Кукушка. Потому что вчера, я говорю, так я был приятно удивлен и поражен, что так хорошо все мне прочистило, что вот хочу показать своим зрителям, что не бойтесь этого. Да. Сначала сосудосуживающие. Сначала сосудосуживающий препарат пшикается. Дается салфетка, чтобы потом все это вытирать. Так, по раствору. Значит, так, раствор из чего у нас состоит? Обычный физраствор идет для промывания. Это мы будем промывать пазухи носа, да? Ну, в пазухи тут 100% никто не скажет, заходит он или нет, но теоретически заходит. Так, а по крайней мере, полость носа. Значит, здесь адреналин у нас, адреналин, да, вот, и дексаметазон. Это лекарство, да, уже само? Это лекарство, да, которое мы будем в конце на промытый нос вводить. Или называется это еще метод перемещения. Раньше обычно делали проколы. Это была очень страшная процедура, потому что можно, насколько я читал, поранить и глаз, и еще что-то там, мягкие ткани. Вот, доктор не даст соврать, подтвердит. Вот, а сейчас, а сколько лет примерно эта процедура уже существует? Эта процедура существует уже достаточно длительное время, я думаю, с советского периода. Как минимум. Ну, то есть уже долго. А почему тогда до сих пор используют укалывание иголками? Но для пункции должны быть показания, то есть тут как бы каждый случай уникален. Вот, в принципе, несмотря на показания, тут есть возможность еще полечиться в ином стационаре, вот, что я практикую. И пункции я за последние 4 года делал всего 2 раза. Эти были пациенты с одонтогенным гайморитом, вот, то есть вот зубов, когда шло воспаление, и мы никак не могли на него повлиять. Вот так.
Поэтому, в принципе, я без пункции вылечиваю успешно все, не только гаймориты, у нас еще есть, когда в лобных пазухах фронтит, да, называется, когда в основной клиновидной пазухе, да, свиноидит называется заболевание, тоже все успешно вылечиваем просто с помощью кукушки, и если потребуется, дневной стационар, просто вам он не требуется, у вас не настолько выражен. Но это радует, что у меня не сильно запущенная стадия, но все равно для профилактики это не помешает. Вот, так что, друзья, клиника «Семейный доктор», пожалуйста, приходите, прекрасные врачи, доктора, которые вам помогут без всяких операций все сделать и подлечат вас и сделают из вас суперчеловеков. Все, сейчас ждем, пока у нас лекарство подействует в носу, сосудосужающее, и приступаем. Такую мантию сейчас повяжут, чтобы не забрызгать майку. Подбираю насадочку нужного размера. Вот. Под ноздри, да? Под ноздри пациента. Ну, вам, в принципе, как большая насадка, нормально. То есть у меня большие ноздри. Нет, я не это хотел сказать. Ну, это не обидно. Так что, друзья, много будете ковырять в носу, будут такие же ноздри, как у меня. Значит, чтобы раствор не попадал в рот, обязательно нужно говорить ку-ку. То есть, когда произносите звук «к», тогда мягкое небо прижимается к задней стенке глотки. И, соответственно, это не дает жидкости проваливаться в рот. То есть, полость носа замыкается, и можно мне работать из одной ноздри в другой, раствор перегонять. Ну что, поехали? Да. Теперь пошел у нас лекарство. Лекарство, да. Все, теперь следующий этап у нас. Стаканчик вам. Этап лекарства. Его потом нужно, глотать нельзя. Продолжайте кукувать. Так, встанем, сплевывайте все, что есть. Все, готово? Да. Ну вот, друзья, немного заложило уши. Это потому что давление, да, я так понимаю, прошло. И давление, и там раствор попадает чуть-чуть выше слуховых труб, то есть это частая проблема, ну, даже не проблема, просто частое явление, да, можно так сказать. И это проходит уже через минут 30, час, поэтому бояться этого не надо. Ну еще раз объясните, получается, мы сначала промыли пазухи, да, и вакуумом выкачали все ненужное, что у нас есть. То есть это гной какой-то или что-то еще? Да, вкратце так, то есть по сути в одну ноздрю раствор попадает. Потом дальше у нас в области хан, то есть там, где носоглотка, у нас ноздри две, они сообщаются, две ноздри. Вот, и, соответственно, потом мы из другой ноздри все это отсасываем. По пути этот раствор может зайти в пазухи, может не зайти, об этом никто не знает, и у каждого
конкретного пациента, и в каждую конкретную процедуру это все может быть по-разному. Поэтому тут мы не будем 100% говорить, что заходит в пазухи, но, по крайней мере, эта процедура, она облегчает течение гайморита, потому что она просто вычищает все из носа и, соответственно, освобождает устье пазухи, что является причиной гайморита. Закупорка устья пазухи является причиной гайморита. Вот. Также эта процедура делается с успехом детям, можно сказать, с рождения практически. Просто там некоторые есть особенности с рождения, понимаете, там нужно мощность поменьше поставить, там насадка должна быть поменьше. А так, этот вопрос, он актуален в основном у детей. У взрослых он тоже актуален, но у детей, потому что у детей любой насморк, нос полностью заблокирован, начинают расти аденоиды, начинаются отиты. Вот это частая проблема, и я смог добиться успеха в лечении, в консервативном лечении аденоидов, только проводя эту процедуру достаточно часто. Практически на постоянной основе, если ребенок с третьей степени аденоидов. Зато сохраняем органы. Ну, я вас еще раз благодарю, все, мне все понравилось. Вот, надеюсь, что будет с каждым днем еще легче и легче. Вот, так что благодарю вас и до новых встреч, друзья. Не бойтесь этого метода. До свидания. До свидания. Так, ну все, процедура заняла у нас около 10 минут. Ну, само промывание вообще, наверное, 5 минут. Все, покидаю я стены этого центра. Еще раз хочу сказать, что почему я приехал подлечиваться именно в Россию, в Москву. Да потому что здесь, например, вот одно промывание стоит 2400 рублей. Я посмотрел еще по интернету, по другим местам, где-то 2500, где-то 2800. Ну вот 2400, я не знаю, может быть, можно было еще и дешевле найти, может быть, по полису. Но опять же, мне лучше заплатить деньги, прийти, зато быстренько все сделать. Вот, в Швейцарии, если бы я просто пришел на консультацию, к доктору, к лору, к хирургу, там, не знаю, к урологу, кому там еще ходят, там одна консультация стоит только $200. Просто прийти, и чтобы тебе сказали, ты болен или нет. $200. Чем хорошо в России, что я тут за $200 могу подлечить полностью свой организм. Поэтому вот есть такие вот недостатки в проживании в Европе, что, к сожалению, медицинская помощь очень дорогая, даже просто в обычной клинике очень дорого. А если частные клиники, там доходит до 500, 600, $800 просто одна консультация. Так что всем удачки, хорошего дня, настроения и пока-пока.